Всем доброго, хорошего дня! Рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Для тех, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. И ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале я вам подготовила очень интересный узор. Узор очень эффектно смотрится, вяжется достаточно легко. Я не буду сегодня спешить вам рассказывать, что можно связать таким узором. Я подожду, пока вы мне напишите об этом в своих комментариях. А я этот узор вижу пока в красивейшей шали, богатой, шикарной шали, которую можно подарить своей дочери, знакомой, подруге, кому угодно. Это будет шикарный подарок, просто шикарный. Узор связан из тоненького хлопка. Это хлопок Виолет турецкого производства и крючком фирмы Тулип номером 1,25. Конечно, если вязать шаль, этот узор нужно перекладывать на какую-то другую пряжу. Если что-то другое вязать, делать какие-то попытки, нужно смотреть, что вы хотите, и грамотно подбирать под узор пряжу. К примеру, я хочу вам показать, я переложила уже этот узор, вот только лишь начала, на ангору. И это моя попытка пробы связать шаль. Красиво очень, богато смотрится на ангоровой пряже, и думаю, что шаль действительно будет очень интересна. Ладно, предисловие затянулось. Давайте я вам сегодня покажу, как же вяжется эта красота. Для маленького образца я тоже беру хлопок, но немножко потолще. Это хлопок бегония. И, соответственно, номер крючка будет у нас тоже немножко побольше. Это 1,5 крючок той же фирмы. И начинаем наш узор. Наш узор состоит из 4 арочек в ширину. Вяжем первую арочку. Затягиваем петельку первую. Вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4 и 5. Делаем 3 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Закрепляем эти 2 петельки вместе. Вторая арочка у нас будет маленькая. 3 воздушные петли, 1 накид на крючок. Возвращаемся крючком в петлю соединения между арочками по 2 дужки и провязываем столбик с 1 накидом. Следующая арочка у нас снова большая. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 3 накида на крючок. Возвращаемся в петлю соединения, провязываем столбик с 3 накидами. И еще одна арочка раппорта, тоже большая. 1, 2, 3, 4, 5, 3 накида на крючок. Вернулись в петлю соединения и провязали столбик с 3 накидами. Мы с вами связали в ширину 1 раппорт. Набрали, вернее, арочки под раппорт. Я доберу еще 1 раппорт, чтобы нам было видно, что мы делаем. А вы набираете столько, сколько вам понадобится для ширины вашего изделия. Я набрала 2 раппорта. Вот у нас 1 раппорт и 2 раппорт. И если вязать поворотными рядами, то нужно еще добрать арочки симметрии. Мы вяжем снова большую арочку. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 3 накида на крючок. Провязываем столбик с 3
накидами. Теперь маленькая арочка. 1, 2, 3. 1 накид на крючок. Столбик с одним накидом. И еще одна большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. И провязываем столбик с 3 накидами. И вот эти вот 3 арочки — это арочки симметрии узора. Отсюда вяжем первый ряд. Провязываем воздушную петельку, возвращаемся в первую же петлю и провязываем столбик без накида для разворота. Теперь под первую большую арочку мы вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь переходим крючком в маленькую арочку, вытягиваем петельку и протягиваем ее через предыдущую. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем 3 накида на крючок. Возвращаемся в эту маленькую арочку. Это будет основание нашего цветочка. И провязываем столбик с 3 накидами. Столбик с 3 накидами будет у нас длиннее, чем сама цепочка. Мы заходим под этот столбик, провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И возвращаемся в эту петельку. Мы замыкаем пико. Теперь под этот столбик с 3 накидами у нас образовалась арочка. Мы вяжем еще 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь мы снова возвращаемся в основание нашего цветочка, вытягиваем петельку и протягиваем ее через предыдущую. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По цепочке в первую же петлю мы заходим крючком, вытягиваем одну петельку и немножко ее растягиваем, делаем ее удлиненную. А теперь мы вяжем 13 удлиненных столбиков без накида под эту цепочку. Мы заходим под цепочку, вытягиваем петельку, провязываем столбик без накида и вытягиваем, удлиняем эту петлю. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 и 13. Вот мы связали 13 вот таких вот удлиненных петель. Теперь мы крючком возвращаемся опять в основание, вытягиваем петлю, и эту петлю мы протягиваем через все петельки над этим столбиком и провязываем еще один столбик без накида. У нас замыкается вот такое вот колечко, и получается первый лепесток нашего цветочка. Отсюда мы снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 и 8. В первую петельку на цепочке вытягиваем петлю. А теперь под цепочку мы провязываем 13 удлиненных столбиков без накида. Провязали эти 13 столбиков, и теперь мы крючком заходим вот под вот эту вот перемычку. Это как бы основание лепестка. Вводим крючок, вытягиваем петельку, и эту петлю мы опять протягиваем через все связанные петельки. И замыкаем наш лепесток. Мы связали уже 2 лепестка самого цветочка и вяжем третий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую же петельку вытягиваем длинную петлю и вяжем 13 удлиненных столбиков без накида. Связали, опять заходим под перемычку второго лепестка, вытягиваем петельку и протягиваем эту петельку через все наши связанные петли. Протянули, закрепили лепесток. Это уже третий лепесток, а наш цветочек из 3 лепестков. И теперь мы находим основание. Вот оно, основание нашего полного цветка. Вводим туда крючок и делаем соединительный столбик. У нас получился первый наш цветок. Теперь мы переходим под большую арочку и вяжем под арочку сначала 3 столбика без накида. Вытянули немножко петельку и оставили ее. И теперь я наш цветок немножко креплю к арочкам. Смотрите, мы его связали вот у нас в таком вот виде. Я его разворачиваю до первого лепестка, который идет после листочка. Это листочек, это лепесток цветка. Я его развернула. Теперь с изнаночной стороны в начале этого лепестка подхватываю 2 дужки, подхватываю петельку и протягиваю. Возвращаюсь обратно к арочке, вяжу еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Снова оставляю петельку. Этот же лепесток, только в его уже конце, снова подхватываю 2 дужки, подхватываю петельку и протягиваю. И у меня в арочке, вот она арочка, остается связать еще 1 столбик без накида. У нас получается под арочку все равно вяжется 7 столбиков без накида. И теперь мы переходим под следующую большую арочку. Мы провязываем снова 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
И получается, что мы с вами завершили раппорт. Большая арочка, в малой арочке мы вязали сам цветок, еще одна большая арочка и еще одна большая арочка. Теперь переходим к следующему раппорту. У нас опять большая арочка, маленькая арочка и две больших арочки. И мы делаем повторение. Под большую арочку мы вяжем 7 столбиков без накида. Связали, перешли крючком в маленькую арочку, сделали соединительный столбик, вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, мы сейчас вывязываем лепесточек, 3 накида на крючок и вяжем столбик с 3 накидами. Связали. Заходим под эту арочку, провязываем столбик без накида, вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, возвращаемся под вот эти вот 2 дужки, замыкаем пико и под арочку вяжем еще 7 столбиков без накида. Связали, входим крючком в основание, делаем вот такой вот протяжной полустолбик. Теперь вяжем 8 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую петельку на цепочке мы вытягиваем длинную петлю, а теперь под цепочку мы вяжем удлиненные столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Связали, заходим крючком в основание, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все наши предыдущие связанные петельки и закрываем этот лепесток. Теперь вяжем второй лепесток. Снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первую петельку вытянули длинную петлю и под цепочку 13 длинных столбиков без накида. Связали 13 столбиков. Сейчас мы заходим крючком под вот эту вот ниточку. Это основание нашего первого лепестка цветочка. Вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все связанные петельки и еще раз провязываем воздушную петлю. Можно это назвать, а не столбиком без накида. И у нас закрепился второй лепесток. И вяжем еще 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая петелька мы вытянули петлю. Далее все 13 мы вытягиваем из-под цепочки. Провязываем столбик без накида и вытягиваем длинную петлю. Связали, опять заходим под перемычку уже второго лепестка цветка, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все связанные петельки и
закрепляем. А теперь наши эти 3 лепестка мы заходим крючком в основание нашего цветка и округляем вот таким вот соединительным столбиком. Мы его округлили в один центр. И снова у нас получился цветочек. Далее у нас опять идет большая арочка. И мы под эту арочку сначала вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Оставляем петельку. Наш цветочек мы разворачиваем до первого лепестка самого цветочка. Листочек мы оставили, лепесток мы развернули до первого, мы крепим к цепочке первый лепесток. И мы заходим с изнаночной стороны, подхватываем 2 дужки, протягиваем петлю через эти 2 дужки. Теперь под арочку мы продолжаем вязать столбики без накида. Это уже 4, 5, 6. Снова оставили петельку. И теперь опять под 2 дужки на лепестке мы протягиваем петлю. Мы таким образом лепесток и сам цветочек прикрепили к цепочке. И у нас остается связать еще 1 столбик без накида под арочку. И в раппорте у нас есть еще одна большая арочка. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбиков без накида. Ну вот мы с вами связали уже 2 раппорта. И надеюсь, что вам уже нравится этот узор. И вы понимаете, как легко он исполняется. И у нас остается связать еще арочки симметрии. Мы здесь под эту арочку вяжем опять 7 столбиков без накида. В этой серединке мы вывязываем точно такой же лепесточек. И в последней арочке этот лепесточек мы будем крепить. Давайте так. Арочку обвязываем и вяжем цветочек самостоятельно. А вот здесь уже на последней арочке мы с вами встретимся. Связали наш последний цветок. И у нас остается последняя арочка. Мы точно так же, как и все цветочки, крепим к этой последней арочке наш лепесток цветка. Вяжем сначала 3 столбика без накида под арочку. Оставляем петельку, цветок разворачиваем и прикрепляем с изнаночной стороны. Подхватываем 2 дужки, протягиваем через эти 2 дужки петельку. Теперь снова вяжем еще 3 столбика без накида. Оставили петельку и в конце лепестка снова 2 дужки, протягиваем через эти 2 дужки петельку. И у нас остается под арочку связать еще 1 столбик без накида по узору. И в первую петельку мы свяжем для закрепления еще 1 столбик без накида. Мы с вами связали первый ряд, первый основной ряд. Вот так вот он выглядит. Мы вывязали с вами эти цветочки. Это есть основа этого узора. Ну а дальше мы вяжем более простые ряды. Вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Связали, разворачиваемся. И вот наша первая арочка. К ней у нас был креплен лепесток. Посередине этой арочки мы подхватываем 2 дужки самой арочки, провязываем
столбик без накида. Снова вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Связали. И вот наша следующая арочка. Опять посередине арочки провязываем столбик без накида. Следующие 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Следующая арочка. Опять посередине мы провязываем столбик без накида. Снова арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И мы вяжем столбик без накида. Вот наша арочка, где крепленный наш цветок. Посерединке подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5. Следующая арочка. Посерединке арочки мы провязываем столбик без накида. Так мы вяжем до конца ряда. Не вижу здесь никакой сложности. Мы довязали уже до конца ряда. Вот мы связали арочку из 5 воздушных петель на последней арочке. И теперь вяжем уголочек. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида на крючок. И из уголка мы провязываем столбик с 2 накидами. Мы с вами связали второй ряд, он очень простой. И теперь вяжем третий ряд. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваем вязание. Это у нас половинка арочки, значит мы переходим в следующую, вяжем столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5. Под следующей арочкой столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующей арочкой столбик без накида. Итак, под каждую арочку мы вяжем воздушные цепочки из 5 воздушных петель и под каждую арочку провязываем столбик без накида до конца ряда. Вот уже финиш нашего ряда. Мы в конце тоже вяжем 5 воздушных петель и заходим просто под арочку, провязываем столбик без накида. Мы с вами связали третий ряд. И теперь будем вязать 4-й ряд. И в 4-м ряду мы сразу будем подготавливать дополнительную арочку, располагая наши цветочки в шахматном порядке, для того, чтобы уже в 5-м вязать в этих арочках цветочки. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Связали. Разворачиваем вязание. И в эту же первую же арочку вяжем столбик без накида. Дальше провязываем опять цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Перешли в следующую арочку, вяжем столбик без накида. Теперь смотрим, где будет наш цветок в шахматном порядке. Он будет у нас в следующей арочке. Значит, мы вяжем еще раз цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим в следующую арочку. Провязываем столбик без накида и вяжем 1, 2, 3. Возвращаемся в эту же арочку и провязываем еще раз столбик без накида. И это у нас в 5-м ряду будет основание нашего цветочка. Вяжем дальше. Опять вяжутся арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Перешли в следующую арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Перешли в следующую арочку. И снова 1, 2, 3, 4, 5.
и перешли в следующую арочку. И в этой арочке у нас снова будет в следующем ряду цветов. Мы готовим основание 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же, провязываем столбик без накида. И теперь довязываем еще арочки 1, 2, 3, 4, 5. Провязали столбик без накида. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5. В следующей арочке столбик без накида. И теперь вяжется 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида на крючок и провязываем из уголка столбик с 2 накидами. И у нас в принципе есть половина раппорта. Дальше будет все вязаться так же, только наши цветочки, как вы понимаете, будут располагаться в шахматном порядке, а соответственно мы подготовили уже вот эти вот трехпетельные арочки, это основание наших цветов. И отсюда мы вяжем, так как у нас первая угловая это половинка арочки, мы вяжем воздушную петельку, разворачиваемся и под эту половинку вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. А дальше под арочку у нас вяжется, как обычно, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбиков без накида. И снова следующая арочка. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь переходим в это основание для нашего цветочка крючком. Протягиваем петельку и вяжем листочек. 1, 2, 3. 3 накида на крючок. Провязываем столбик с 3 накидами. Зашли под арочку, провязали столбик без накида, вяжем 3 воздушные петли, замыкаем эти 3 воздушные петли в пико, и теперь под вот эту вот арочку мы вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Связали. Заходим в основание крючком, вытягиваем петельку, протягиваем ее через предыдущую и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Крючком в первую петельку от крючка вытягиваем длинную петлю. И теперь под эту цепочку вяжем 13 удлиненных столбиков без накида. Теперь мы крючком заходим в основание, вытягиваем петельку и эту петлю протягиваем через все наши предыдущие связанные петли. И закрепляем. Мы связали первый лепесток цветка, и теперь вяжем следующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая петля у нас тянется с цепочки, а дальше из-под цепочки удлиненные столбики без накида. Связали со серединки первого лепестка. Здесь получается одна только ниточка. Мы вытягиваем петельку и протягиваем через все связанные
закрепляем этот лепесток. Нам нужно связать еще один лепесток. Вяжем его 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Из первой петельки тянем длинную петлю. И теперь 13 удлиненных столбиков без накида. Из этой перемычки мы вытягиваем петельку и эту петлю протягиваем через все связанные петли. Закрепляем этот лепесток. Вот наши 3 лепестка цветка, а теперь мы их закрепляем в основании полного цветка. Заходим крючком в основание, вытягиваем петельку и протягиваем ее через предыдущую. И снова следующая цепочка. 1, 2, 3 столбика без накида под цепочку. Оставили петельку, цветок развернули до первого лепестка. Вот листочек, вот первый лепесток. И крепим этот первый лепесток к нашим цепочкам, которые у нас с изнаночной стороны. Прикрепили одну сторону, теперь вяжем снова 3 столбика без накида, оставляем петельку и прикрепляем другую сторону. Под арочку остается еще 1 столбик без накида. И заканчиваем раппорт мы еще одной арочкой. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Ну вот, мы связали еще один цветочек. И у нас узор уже идет в шахматном порядке. Все те же цветочки, просто мы их располагаем в шахматный порядок. Соответственно, мы сейчас опять будем обвязывать цепочку. В этой арочке мы будем вязать точно такой же цветок. И дальше у нас обвязывается арочка с 7 столбиками без накида. На этой же арочке мы будем крепить первый лепесток цветка. Дальше обвязывается арочка 7 столбиками без накида. Ну а в конце мы с вами встретимся. Я связала уже и второй цветок полностью. Обвязала еще одну арочку. Теперь у нас здесь еще не обвязала. Мы переходим под последнюю арочку. Вот она. И вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И угловая арочка у нас в этом ряду получается половинка. Значит, мы вяжем 3 столбика без накида. Мы связали уже цветочки наши в шахматном порядке. Опять вывязали основной ряд. А дальше мы разворачиваемся и довязываем раппорт полный обычными цепочками. У нас здесь вяжется 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Разворачиваемся. И вот серединка. Если здесь половинка, значит мы заходим на целую арочку посерединке и провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Эта арочка у нас присоединена к лепестку. Вот мы заходим тоже, находим серединку, вытаскиваем вот эти вот две дужки арочки и провязываем
столбик без накида. И снова 1, 2, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И переходим к следующей арочке, провязываем столбик без накида. В принципе, у нас уже повторяется вторая половина раппорта. Вяжем до конца ряда арочки. Под каждой арочкой посерединке должен провязаться столбик без накида. И доходим до самого угла. Вот мы дошли до конца ряда. Вяжется последняя арочка. 1, 2, 3, 4, 5. И переступаем. Заходим в уголочек. И у нас уже не половинка получается, а целая арочка. И снова разворачиваемся. Вяжем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Развернулись. Зашли под первую полную арочку. Провязали столбик без накида. И второй ряд мы вяжем цепочки из 5 воздушных петель, и в каждой арочке будет провязан столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Перешли под следующую арочку. Так до конца ряда. Мы снова подошли к концу ряда. Вяжем последнюю арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку зашли, связали столбик без накида. И теперь у нас будет здесь снова половинка. 1, 2, 3. 2 накида на крючок. И провязываем столбик с 2 накидами. Дальше мы разворачиваемся. Снова вяжем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Развернулись. И мы вяжем сейчас ряд, где мы будем подготавливать основание для наших цветочков. И мы опять возвращаемся в шахматный порядок. Мы возвращаемся. Цветы наши должны располагаться, как располагались в первом ряду. Значит, провязана арочка. И теперь 1, 2, 3. Основание. Мы заходим в эту же арочку. Провязываем столбик без накида. И теперь снова 1, 2, 3, 4, 5. Следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И следующая арочка. Столбик без накида. И в этой арочке мы должны сделать основание для нашего будущего цветка. Мы его сделали. Между основанием и основанием у нас должно всегда быть 3 полноценных арочки по 5 воздушных петель. Итак, мы вяжем тоже до конца ряда. И вот у нас снова в конце ряда через 3 арочки. Смотрите, мы провязали опять от основания до основания. 1, 2, 3 арочки. Сделали опять основание и вяжем заключительную нашу арочку. Мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим под угловую арочку, провязываем столбик без накида. Далее вяжется воздушная петля, разворачиваемся, провязываем первый столбик без накида для разворота, и дальше у нас начинается снова узор, все как с первого ряда. Мы вяжем 7 столбиков без накида, в этом основании у нас вывязывается цветок, потом первый лепесток цветка. Когда мы будем вязать вот эти вот 7 столбиков без накида, автоматически мы прикрепим еще лепесток в процессе. Дальше 2 арочки будут вязаться просто 7 столбиков без накида под каждую арочку. И мы снова доходим до основания следующего лепестка. Самое главное здесь это, когда вяжем поворотными рядами,
не съесть вот эти вот углы. Но думаю, это несложно. А сам узор заключается именно в вывязывании этого цветочка. Этот цветочек у нас получается вывязан как бы на сеточке. Сам цветок вяжется несложно, и узор несложный, но есть небольшая сложность в его выглаживании. Для того, чтобы красиво выгладить этот узор, нужно пальчиками поправить каждый цветочек предварительно и его разложить. И поэтому я вам советую не вязать большого полотна, не погладив. Связали несколько раппортов, уложили цветочки, подгладили. Дальше опять связали несколько раппортов, уложили цветочки, подгладили. У вас тогда не будет так сложно выкладывать потом большое полотно, все эти цветочки пальцами. Ну и заодно, если вы через каждых несколько раппортов будете проглаживать, то вы будете видеть, собственно, что вы делаете, что у вас получается. Ну как вам такой узор? Давайте я вернусь еще раз к большому образцу. Большой образец, конечно, вы посмотрели и в начале видео, но кто дошел со мной до конца, то вот я еще раз показываю результат нашего вязания в полотне. Очень интересный узор, действительно интересно смотрится. Ну и еще раз я хочу все-таки действительно вернуться еще к ангоре. Здесь, конечно, я уже делаю изменения, потому что если для шали, то сам вот этот вот цветок я буду увеличивать. Возможно, это еще только проба, возможно, я даже буду делать еще больше этот цветок. Но вот так вот смотрится на ангоре. Кстати, это ангора Симли. Ангора с добавлением люрекса. Ну, на сегодня мы с вами разобрали еще один красивейший узор. И, наверное, наш МК мы будем заканчивать. Так что я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых идей и до свидания.